Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости о эстрадном певце Игоре Саруханове и последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Игорь Арменович Саруханов – известный советский и российский певец. Он известен широкому зрителю по таким музыкальным хитам, как «Скрипка леса», «Дорогие мои старики» и многие другие. Однако в последнее время Игорь Арменович прославился не только своим музыкальным творчеством, но и бурной семейной жизнью. Несколько дней назад 68-летний артист женился в 7-й раз. Он сочетался в законном браке с молодой артисткой балета 30-летней Аленой Краковской. Пышная свадьба проходила в московском ресторане под названием «Мимоза». Поздравить Игоря Арменовича и его супругу в этот торжественный день приехали не только его друзья и близкие, но и члены антикоррупционного комитета: Никита Михалков, министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов, певец Александр Новиков, телеведущий Николай Дроздов и актер Александр Панкратов-Черный. Однако свадебное гуляние закончилось трагедией. В последние годы у Игоря Арменовича Саруханова появились проблемы со спиртным, и уже спустя час после начала свадебного застолья Игорь Саруханов находился в состоянии алкогольного опьянения. К сожалению, под воздействием спиртных напитков Игорь Саруханов стал вести себя не вполне адекватно, и члены антикоррупционного комитета и другие гости в мягкой форме сделали замечание известному певцу. Однако Игорь Саруханов не реагировал на замечания и продолжал употреблять спиртное. В какой-то момент Игорь Саруханов потерял из вида свою супругу, артистку балета Алену Краковскую. Взволнованный певец стал ходить по подсобным помещениям ресторана и искать свою жену. К сожалению, в этот момент и произошла трагическая драма. На свадьбе Игоря Саруханова присутствовал его родной сын, молодой российский артист, 32-летний Алексей. В одном из подсобных помещений Игорь Саруханов застал свою супругу Алену Краковскую в объятиях родного сына. Игорь Саруханов уже на протяжении 5 лет носит с собой огнестрельное оружие. Несколько лет назад на Игоря Арменовича было совершено вооруженное нападение, и после этого известный артист не расстается с пистолетом. К сожалению, Игорь Арменович Саруханов не смог сдержать эмоции и пережить факт измены. Он лишил жизни своего родного сына Алексея. Супруга Игоря Арменовича не пострадала. Сын Игоря Саруханова скончался на месте до приезда скорой помощи. Свадебное гуляние было прекращено. Известного артиста доставили в полицию. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. В эти минуты в Покровском монастыре и на Троекуровском кладбище столицы проходит прощание с известной актрисой Анастасией Заворотнюк, которая скончалась несколько дней назад в результате тяжелого заболевания. На прощание с любимой актрисой пришли не только тысячи неравнодушных людей, но и известные публичные личности: Илья Авербух, Роман Костомаров и пресс-секретарь Дмитрий Песков. Анастасия Заворотнюк хорошо известна широкому зрителю по роли в сериале «Моя прекрасная няня», где она сыграла в дуэте с еще одним известным артистом Сергеем Жигуновым. Помимо этого, Анастасия Заворотнюк участвовала в съемках таких фильмов и сериалах, как «Спящий отдел», «Любовь и море», «Провокатор», «Чужая милая семья», «Попугай, мама» и многие другие. Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в возрасте 53 лет. К сожалению, еще одна трагическая новость. Пресс-служба организации сообщает о большом несчастье в семье руководителя антикоррупционного комитета Никиты Михалкова. Дочь руководителя антикоррупционного комитета Анна Михалкова, которая несколько дней назад вышла из больницы
почувствовала себя хуже и впала в кому. Напомним, что несколько месяцев назад Анна Михалкова подверглась вооруженному нападению и получила серьезные ранения. Вероятно, старые раны дали о себе знать, и Анна Михалкова вновь впала в коматозное состояние. Пресс-служба антикоррупционного комитета официально подтвердила новость, что против дочери бывшего министра обороны Российской Федерации Ксении Шойгу возбуждено уголовное дело по факту получения денежных взяток и финансового мошенничества в особо крупном размере. Есть большая вероятность, что дочь бывшего министра обороны Российской Федерации через несколько дней может оказаться в женском следственном изоляторе города Москвы. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.